Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный, быстрый, ароматный хлебушек на отрубях и на закваске, конечно. Этот рецепт подходит для новичков, тесто получается плотное, с ним легко работать, и хлебушек получается мелкопористый и очень приятный на вкус и по внешнему виду. Конкретно этот рецепт идет с большим количеством сегодня закваски, поэтому это хлебушек одного дня. Если вы хотите вести этот хлебушек через холодильник, то количество закваски по рецепту нужно уменьшить как минимум в 2 раза. Итак, по рецепту нам понадобится 250 грамм воды, она у меня немного теплее, чем моя комнатная температура. Сюда же в воду я сразу добавляю сахар 1 столовая ложка и 7 грамм соли. Все это хорошо перемешиваю просто обычной вилкой до полного растворения соли и сахара. Добавляем закваску, по этому рецепту идет 200 грамм пшеничной стопроцентной закваски на пике. Я свою закваску покормила заранее, она у меня хорошо поднялась практически в 3 раза и она готова к использованию. Посмотрите, какая она густая, пушистая, хорошая закваска пшеничная должна всегда плавать на поверхности воды. Посмотрите, как она лежит сверху, она не идет на дно и не тонет, просто плавает сверху. Хорошенечко все перемешиваем, получается плотная жидкость, закваски много, получается она похожа по цвету как молоко. Закваску растворили, теперь добавляем муку. Сюда у нас по рецепту идет 350 грамм белой муки, можно использовать либо высший сорт, либо первый сорт по вашему усмотрению. Белок в моей муке 11,7. И сюда же я добавляю отруби, у меня здесь 50 грамм. Отруби я заранее никак не подготавливаю, всыпаю прям в сухом виде. Все это снова перемешиваем лопаткой. В принципе, тесто это не слишком густое, но при этом и не жидкое. Хорошо замешивается лопаткой. Оно получается такое нежное, хорошо держит форму и с ним удобно работать. Очень просто. Если в вашей муке белок немножко ниже, чем у меня, то тесто у вас может получиться более мягкое и более жидковатое. Однако не торопитесь добавлять дополнительную муку, потому что в тесте в этом отруби и они хорошо впитывают воду. Тесто полежит, отдохнет и большинство воды впитается. При желании в тесто также можно забраться руками, я это люблю сделать, потому что я люблю чувствовать текстуру теста, я лучше понимаю так тесто и вижу непромесы или, если нужно, домешать еще тесто. Если вы новичок в этом деле, то я вам рекомендую тоже начинать замес теста руками. Мое тесто практически готово, теперь я добавляю 15 грамм сливочного масла, здесь у меня оно мягкое, оно у меня полежало комнатной температуры, очень мягкое. И вымешиваю масло вместе с тестом еще буквально минуту, до тех пор, пока масло не соединится полностью с тестом. Тесто на этом этапе должно округлиться, стать более гладким, равномерным и более мягким. Сейчас оно имеет вот такую структуру, оно рвется легко, и это абсолютно нормально. Оставляем его на отдых на 45 минут, накрываем крышкой и соблюдаем температуру ведения теста. В этом тесте много закваски, поэтому температура ведения теста немножко ниже, чтобы не ускорять процессы. Мое тесто полежало уже 45 минут и отдохнуло при температурах ведения теста, которые я вам показывала заранее. И теперь мы делаем первые растягивания и складывания. Я опускаю руку в воду и подтягиваю тесто аккуратно вверх, накладываю концы сверху, кручу чашку, снова тяну тесто вверх и снова накладываю концы сверху. Если у вас тесто более мягкое, более жидкое, то эти действия можно повторить не 4 раза, как я сделала, а 5, 6, 7 до тех пор, пока тесто не соберется в комочек. И снова оставляем тесто отдыхать на 45 минут. Через 45 минут делаем второе складывание. Повторяем все те же самые движения. У меня тесто получилось достаточно плотное, поэтому я поворачиваю чашку всего 4 раза, подтягиваю тесто и складываю все концы конвертом. И в итоге мы этому тесту делаем всего лишь 2 растягивания и складывания каждые 45 минут. После того, как 2 растягивания и складывания сделаны, я тесто хочу переложить в чистую миску. Для этого я ее сбрызнула водой и перекладываю тесто. Так тесто будет легче вынуть после. Накрываю снова крышкой и оставляю его отдыхать в тепле до тех пор, пока оно не поднимется как минимум на 60-70%. В этом тесте, еще раз повторю, много закваски, поэтому все процессы идут намного быстрее. Тесто у меня в итоге простояло около 2,5 часов. Вот так оно выглядит, оно очень хорошо поднялось, и внизу в миске можно увидеть хорошие признаки брожения, большие пузыри. Присыпаю стол мукой и выкладываю тесто на стол.
Если выкладывать тесто таким образом на стол, то получается очень удобно. Снизу у нас тесто покрывается небольшим количеством муки, и оно не прилипает, а сверху оно немного остается липким. Подхватываю края теста и накладываю их друг на друга с нахлестом. Сверху тесто липкое, поэтому края очень хорошо прилипают друг к другу, в то время, когда снизу все хорошо отделяется от стола. И сворачиваю тесто рулетом. Подкатываю все края и формирую заготовочку. Как только на поверхности теста вы почувствовали легкое натяжение, самое время подсыпать немного муки под тесто и дать ему еще отдохнуть и полежать. Накрывая его миской, оставляю как минимум на 20 минут, чтобы расслабилась клейковина. В это время я подготовлю свою корзинку. В этот раз я буду использовать круглую корзинку и буду использовать ее без чехла, поэтому я ее просыпала хорошенечко мукой со всех сторон. В это время мое тесто полежало, прошло 20 минут. Не обязательно это должно быть 20 минут, а может быть и 25, и 30, как вам удобно. Но примерно такое время нужно выдержать для того, чтобы расслабилась клейковина. И формируем круглую буханочку. Для этого я все края теста подогнула к центру и подтягиваю тесто, округляя заготовку до легкого натяжения на поверхности нашей заготовки. Хорошо сформированное тесто хорошо держит свою форму, и такой хлеб не расплывается в стороны, он получается высокий, пышный и поднимается во время выпечки вверх. Присыпаю сверху тесто снова небольшим количеством муки, подхватываю его на шпатель и опрокидываю в свою корзинку. Сверху снова присыпаю небольшим количеством муки и накрываю пленочкой. Поскольку выпекать этот хлеб мы будем сразу, то хлеб я оставляю на столе еще как минимум на 1,5-2 часа при тех же температурах. Смотрите на свои температуры, потому что если у вас жарче, то тесто будет готово раньше. Выпекать свой хлеб я буду в чугунной кастрюле, которую я только что поставила на разогрев вместе с духовкой. Как только духовка готова и кастрюля готова, опрокидываю свой хлеб на пергаментную бумагу и делаем надрезы. Сегодня я делаю простой надрез, 4 линии со всех сторон, так чтобы хлебушек хорошо раскрылся. Опрыскиваю сверху хлеб водой и отправляю его в кастрюлю. Все температуры выпечки у вас сейчас на экране. Не обязательно хлеб печь в кастрюле, если у вас нет кастрюли, его также можно испечь и на противне, и на камне. Тогда время под крышкой – это время с паром, а время без крышки – это время без пара. Ну и мне кажется, здесь лишние слова совершенно не нужны. Это прекрасный пышный хлеб с очень тонкой хрустящей корочкой, красивый внешне, красивый внутри, очень ароматный и хрустящий. Этот хлеб низкой влажности с большим количеством отрубей в составе, поэтому больших пор мы здесь не ожидаем. Это мелкопористый хлеб, очень приятный и очень вкусный. Я знаю, что есть любители именно мелкопористого мякиша, это как раз для вас. Если вы еще не вывели свою закваску, рецепт закваски есть у меня на канале очень подробный, а также есть огромное количество уже различных хлебов на любой вкус. Все смотрите на канале в разделах «На закваске» или «Хлеб на закваске».